Итак, всем доброй ночи, дорогие друзья. Этот ритуал я хочу подарить практикам. И этот ритуал они могут применить как для себя, так и для людей, которые к ним обращаются. Вы вольны на алтарь ставить демонические фигуры, которые соответствуют этой работе. Алтарь черный. Для освещения можно свечи других цветов, но самое главное, 6 восковых черных свечей должно быть и могильник, трава. Здесь, как видите, статуя дьявола. Здесь статуэтка Бафомета, точнее головы Бафомета. Одним словом, демонический алтарь. Но я думаю, что вы понимаете, о чем речь. Так вот, что это за ритуал и для чего? Ритуал защиты от преследования. Если человека преследуют, если пытаются сломать ему жизнь, карьеру, если пытаются нагадить на его имя, то можно для этого человека провести данный ритуал. Берете его фотографию, кладете на алтарь, читайте 6 раз и откупаетесь. Уносите огарки свечей, водку и 6 монет оставляйте на перекрестке либо под деревом. Но это не все. Если вы делаете для человека, то есть не для себя, а вы можете применить и для себя, и для другого человека. Я буду называть свое имя, себя, поскольку я просто учу вас и показываю, как это провести. А вы можете этот ритуал применить и для людей. Это очень сильный ритуал, и если кого-либо преследует, то люди, которые преследуют, не добьются успеха. Почему-то кажется, что защита демонической рати, вообще защита в магии, это вот кто что-то лишнее сказал, тот же упал и помер. Вы понимаете, что в этом мире, в этой жизни есть у каждого человека свои функции. Кто-то должен облаивать, а кто-то должен с помощью работ, ритуалов этих облаивающих побеждать и показывать, что их лай ни к чему не приводит, что они бесполезны, что ничего они не смогли, не добились. То есть, по сути, защиты вообще в магии рассчитаны на то, чтобы кто бы что ни делал против этого человека, это не увенчалось успехом никаким боком, никаким образом, никак не затронуло его, ни его карьеру, ни его жизнь. И тем более те, которые это делают, подверглись краху, разрушению и прочее. Этот ритуал защиты я назвала защита 6 демонов. И призывом 6 демонов мы, собственно говоря, защищаем человека. Еще раз говорю, работа очень сильная, можете провести для людей, которые к вам обращаются. Фотография. Начитывать 6 раз после стандартный откуп. Фотографию можно спрятать, убрать до того времени, пока все это не наладится. Вообще, обычно я после работы фотографии людей сжигаю, отдаю огню. Это значит нейтрализовать, полностью убрать все, что есть. Потому что если я работаю с ними, уже все сделано, фотографии надо убирать. Убирать именно отдавая огню. Это самый безопасный способ. Если человек добился того, чего хотел, то есть его не затронули, он смог уйти от преследователей, он, естественно, должен вас отблагодарить помимо той платы, которую должен оплачивать для работы. Он должен решить, каким образом вас отблагодарить. Это обязательно. Потому что демонический мир, не взирая на оплату вашего труда, демонический мир требует еще и благодарности. Не будет сделано это, в следующий раз демоны его защищать не будут. И вообще избегайте людей, которые орут о том, что они спасатели человечества, и всем хотят помочь совершенно бесплатно. Каждый труд должен быть оплачиваем, и лицемерно орать о бесплатной помощи, как правило, орут люди, которые потом вас обдерут как липку. Избегайте подобных людей, и лучше честно назвать стоимость этого труда и помочь
ничем под видом бесплатной помощи абсолютно никак вам не помочь. Итак, читать нужно 6 раз. Я не знаю, сколько раз я прочту. Может быть, я не столько раз прочту, но это не важно. Зажигаем траву. Можно немножко добавить спирта для того, чтобы лучше горело. Не всегда трава горит, иногда она не до конца сухая бывает, по-всякому. Поэтому можете помочь траве гореть. Итак, могильник должен гореть. Еще раз говорю, это очень сильная работа. И применяйте в самые необходимые моменты вашей работы, и вы сами увидите результат. Пойду я к Черному океану. Там посередине того океана стоит черный камень. Вокруг камня тын железный и врата стальные, замки булатные. Да в каждую ночь из Черного океана 6 демонов воевод выходят. Да камень тот дозором обходят. 6 братьев рыцарей. Могучих. Вокруг того камня кружатся, крушат и рубят любого, кто на камень посягнет. Всякого ломают, всякого бьют, и темных, и светлых, и прямых, и кривых, и старых, и молодых, и снова в пучину черную уходят. Тот камень есть я, а 6 рыцарей отныне охрана и защита моя. Всяк, кто ко мне подойдет, тот смертью не своей помрет. А ежели не помрет, так сгинет, по миру пойдет, разум потеряет. 6 демонов рыцарей меня отныне оберегают, и всякого притеснителя рубят, колят, изгоняют. Да будет так, заклинаю, и заклятие свое на 666 замков закрепляю. Пойду я к Черному океану. Там посередине того океана стоит черный камень. Вокруг камня тын железный и врата стальные, замки булатные. Да в каждую ночь из океана черного 6 демонов воевод выходят. Да камень тот дозором обходят. 6 братьев рыцарей могучих вокруг того камня кружатся, крушат и рубят любого, кто на камень посягнет. Всякого ломают, всякого бьют, и темных, и светлых, и прямых, и кривых, и старых, и молодых. И снова в пучину черную уходят. Так вот, камень есть я, и 6 рыцарей, отныне охрана и защита моя. Всяк, кто ко мне подойдет, тот смертью не своей помрет, а же ежели не помрет, так сгинет, по миру пойдет, разум потеряет. 6 демонов рыцарей меня отныне оберегают, и всякого притеснителя рубят, колят, изгоняют. Да будет так, заклинаю, и заклятие свое на 666 замков запираю. Пойду я к Черному океану. Там посередине того океана стоит черный камень. Вокруг камня тынь железный и врата стальные, замки булатные. Да в каждую ночь из океана черного 6 демонов воевод выходят. Да камень тот дозором обходит. 6 братьев рыцарей могучих вокруг того камня кружатся, крушат и рубят любого, кто на камень посягнет. Всякого ломают, всякого бьют, и темных, и светлых, и прямых, и кривых, и старых, и молодых. И снова в пучину черную уходят. Вот тот камень есть я, и 6 рыцарей, отныне охрана и защита моя. Всяк, кто ко мне подойдет, тот смертью не своей помрет, а ежели не помрет, так сгинет, по миру пойдет, разум потеряет.
6 демонов рыцари меня отныне оберегают, от всякого притеснителя рубят, колят, изгоняют. Да будет так, заклинаю, и заклятие свое на 666 замков закрываю. Истинно так. Читать нужно 6 раз, я читаю 3 раза, потому что памяти может не хватить. И еще раз зажжем траву, чтобы она догорела до конца. Итак, это ритуал для практиков. И практики могут провести этот ритуал как для себя, так и для людей, которые к ним обращаются. Ритуал очень сильный, и применять нужно по случаю, не просто так. Поскольку вызов демонов и демонической рати для защиты – это довольно серьезно. Всем удачи и всех благ.